Привет, мои дорогие друзья! Расклад на тему «Кто я сейчас для него?». Расклад именно для вас, для того человека, кто пальчиком выбрал абсолютно не случайно этот расклад посмотреть. Потому что здесь может проиграться ваша ситуация и будут подсказки от карт Таро, вот эти зеленые карты Таро. И еще я хочу сказать, что бывает так, что нужно что-то исцелить из кармических прошлых отношений, прошлой жизни, что тоже полезно. В любом случае полезно обязательно будет. На дне колоды карта звезда. Вы для него звезда. Но я буду продолжать расклад, конечно, но то, что вы для него звезда, это однозначно. А с этой стороны девятка меча. Если вы поругались, 9 это последний номер, говорит о том, что он хочет примирения с вами. Я начинаю расклад сейчас перед вами. Конечно, можно выбрать левый или правый Таро или Ленорман. Но я скажу, что я спрашиваю высших сил, поэтому высшие силы в любой момент могут вам дать важную... Что такое здесь? Высшие силы в любой момент могут вам дать важную и нужную подсказку. Итак, мы смотрим. Ветер такой помогает делать расклад, помогает... Священный дух всегда ветер приносит, то есть дух правды. И мы посмотрим, кто вы для него. 3 карты для начала Таро. И 3 карты Ленорман. Кто вы для него в тот момент, когда вы смотрите. Кто вы для него являетесь? Как он вас видит? Как он к вам настроен, потому что то, кто вы для него, зависит, вернее, то, кто вы для него, влияет на то, как он к вам относится, очень сильно влияет. Итак, Таро что скажут? Вы для него 7 жезлов. Жезлы – это страсть, это сила в отношениях, это энергия. 7 – это энергия такая, знаете, ну вы для него не скучная, ему всегда интересно с вами. Это энергия перехода, 7, звезда мага. А вот вы для него тоже королева жезлов. Он желает быть с вами в любом смысле, и в смысле близости, и в смысле бытовом. Ему приятно с вами. Вы человек ответственный, ему это очень нравится, потому что королева жезлов – это ответственный человек, на которого можно положиться. В общем, вы для него королева жезлов. И еще для него забота, 5 пентаклей. Вы для него еще денежная забота. 5 пентаклей – это когда он чувствует, что он мог бы лучше о вас заботиться в смысле финансов. Он чувствует, что он недостаточно делает. Или у него, может быть, он достаточно делает, но у него недостаточно хорошо получается. И он это чувствует. Он чувствует, что он мог бы лучше зарабатывать, лучше о вас заботиться финансово. Именно финансово здесь, да, по этому раскладу. Вы для мужчины забота. Он заботится о вас. Это очень хорошо. И он немножко подозревает, что вы к нему охладели. Вот эта карта охлаждения. А также у него страсть сильная. Почему я думаю, чувствую и вижу, что вы здесь, может быть, именно вы охладели, а не он? Потому что вы королева жезлова, эта женщина очень страстная. Так что вы для него вот объект его желаний, но он вот не верит в то, что он для вас объект желаний, вот по этой карте. Ему кажется, что финансовые какие-то проблемы между вами, они мешают вашим отношениям. Наверное, он здесь прав. Но у некоторых, наверное, не у всех проиграется, но у некоторых проиграется. 7 жезлов говорит, что, видите, здесь домашний очаг. И это очень хорошая карта. Он хочет с вами уединиться где-то. Он хочет, чтобы не мешали вашим отношениям третьи лица, обстоятельства, недоброжелатели, чтобы никто не внушал вам какие-то мысли круткие о нем, чтобы не было людей, которые встревают в ваши отношения, мешают вашим отношениям. Вот он хотел бы от этого избавиться. Теперь посмотрю на Ленорман, кто вы для него. Понимаете, здесь вот какая ситуация. Ребенок, метла и крест. Но это крест – это судьба, вы для него судьба. У некоторых может быть какая-то кармическая обработка. Я хочу напомнить вам, может, вы знаете, но напомню по этой карте именно, что
Любые отношения – это немножко кармические отношения, потому что такое карма? Это уже было раньше, и это отложило отпечаток. Часто не совсем позитивные, но и не очень негативные тоже. Просто какой-то тяжелый отпечаток бывает так. То есть любой другой человек – это совсем другой мир, и с ним нужно приспособиться, взаимодействовать. Здесь по карте Крест ему иногда с вами трудно взаимодействовать, потому что вы разные очень люди, вы разные по энергетике, по характеру, по своим желаниям. Вы разные люди, и иногда вы из-за этого ссоритесь по карте Плетки, что вы разные люди. И ему иногда приходится приспосабливаться, но он не всегда умеет. И иногда, когда он не приспосабливается, тогда вы, может быть, или вы не приспосабливаетесь, потому что вам тоже же приходится к нему приспосабливаться. Иногда вы ссоритесь. Эта карта «Ребенок» говорит, что вы для него вот как новая страница его биографии, потому что ребенок – это то, что он хочет с вами помириться после ссоры. Здесь вот смотрите, была тяжелая ссора, или же кто-то повлиял, потому что крест – это часто негативное влияние. Это чаще всего, к сожалению, близкие люди. Как бы близкие люди знают лучше, чего нам нужно, чего вам нужно, встревают в ваши отношения, мешают, свои законы какие-то устанавливают. В общем, третьи лица, может быть, вмешиваются. Из-за этого у вас может быть какая-то тяжесть. Да? Вот люди как бы со своими законами вмешиваются в ваше мироздание по карте Крест. И поэтому у вас могут быть напряженные отношения с ним иногда. Например, пошел он типа домой к маме, если вы живете вместе. Пришел и вот скандал. Почему? Потому что мама настроила. Если вы спросите, мама, что тебя настраивала против меня, или его бывшая, или еще кто-то, он скажет, да нет, не настраивала. Ну, знаете что? Даже если он скажет, что не настраивала, он просто не хочет, чтобы между вами был конфликт. Он, кстати, тоже конфликта не хочет. По карте ребенок, он хочет мириться. Но то, что вы поссорились после того, как вы пошли к маме, или он пошел к маме, или же он встречался с бывшей из-за ребенка, вот если вы поссорились после этого, настраивали эти люди против вас, его, а ваши люди настраивали вас против него. Бывает пассивно-агрессивно настраивают, якобы так, знаете, косвенно, как бы не напрямую, но настраивают. И вот не имеют они права. Не имеют они права. Как они могут сомневаться в вашем выборе? Это ваша жизнь, вы ее живете, вам лучше знать, с кем дружить, кого любить и так далее. Но мужчина хочет по-новому что-то делать в вашей семье. Может быть, по-новому близость, да, потому что плетки часто близость. И может быть, с близостью связана тяжесть, потому что в близости что-то, но он не умеет, не может, так как другой, который у вас в голове виртуальный, когда-то вас замагичил. И мужчина хочет научиться по-новому, но ему тяжело дается это дело, потому что, к сожалению, в постели часто зажимы из-за того, что там так все замешано на многих вещах. Вот. И из-за этого может быть. Но вы для него всегда новая карта ребенок и желанная карта плетки. Но и в то же время ему тяжело с вами по какой-то причине. Итак, я возьму советы, 2 совета из Таро. Вот здесь. И 2 совета для вас из карт Ленорман. 1, 2. Что скажут Таро нам с вами? Кто вы для него? 4 пентаклей. Он хочет быть только с вами. Вот знаете, и не зря мы говорили про третьи лица. Видите, вы и он, это такой ваш дворец, замок, имение ваше. Любая, даже однокомнатная квартира – это ваш замок. В зависимости от того, как вы друг друга понимаете, не в поверхности, не в масштабах, не в жилой площади дела, а если там еще есть третьи лица, которые живут, это вообще нельзя, да, это сложно, очень сложно, не будет ничего, пока вы не начнете свою отдельную жизнь. Вот не зря я говорила о третьих лицах, видите, здесь кто-то хочет проникнуть в ваше пространство, хочет вам помешать, хочет вам внушить какие-то, знаете, перекрутить правду о нем, вам или ему о вас. Кто-то хочет дать ему ложную информацию. Вот. Но он не верит, он закрыл дверь.
Он смотрит из этого своего пространства, где он знает, что он вас любит. И он говорит, ну не нужно мне, не нужно меня учить жить. Я живу по своим законам, и вам не мешаю, и вы мне не мешаете жить. Вот здесь так, совет Таро и ему, и вам, ну не слушайте третьих лиц. Третьи лица, они всегда из своего мира, из своего угла, что ли, смотрят на вас. Некоторые хотят вам по знанию помешать, то есть специально, а некоторые по незнанию. Но третьи лица никогда не могут помочь отношениям. Так что никого не слушайте по этой карте. Четверка пентаклей, вы для него та, для которой он хочет жить. Потому что 4 – это стабильность, а пентакли – это радости, счастливые, благополучные финансы. Он для этого хочет все делать, чтобы у вас был вот такой дом, как замок свой, да, где только ваши законы, только все по-вашему. И как вы договоритесь, так и будет хорошо. И здесь еще у нас рыцарь чаш. Вот не зря я сказала вначале, что, может быть, нужно что-то кармическое исцелить в любом возрасте, девочки, чтобы новая любовь вошла в жизнь. Рыцарь чаш – это новый любимый, новый человек, который будет вас любить, с которым вы можете встретиться. Теперь держите ухо востро, знакомьтесь с людьми, познакомитесь со 100 человеками, из них человек 5 может быть те, с которыми вы будете счастливы. Знакомьтесь, не стесняйтесь, просто знакомьтесь, потому что другой человек просто интересен. И тогда вы научитесь себя как бы правильно подавать, что ли, другим людям, чтобы они были в вас заинтересованы, чтобы узнать о вас поближе. Потому что часто, люди нас не узнают поближе, они с нами не взаимодействуют. А как узнают поближе, оказывается, что родная душа, оказывается много общего. В общем, это примирение, если вы поссорились, это качели закончатся. Потому что рыцари – это всегда хорошие новости. Пажи – это хлопоты, заботы, рыцари – это новости, перемены, да. Вот. И кто-то придет, принесет вам хорошие новости о примирении с ним, если вы женаты или живете вместе, или что-то не так пошло. Кто вы для него? Он хочет с вами помириться. Это кавалер, вообще, который любит, который стремится, у которого есть желание с вами быть. Ведь желание нельзя внушить, нельзя человеку заставить его что-то желать. Это невозможно. Человеку можно навязать что-то, но заставить его желать, хотеть невозможно. А мужчина вас хочет, желает быть с вами. И это ему не навязано, это по его природе идет. Поэтому это все вы ему приносите радость. И здесь может быть встреча с новым знакомым для тех девочек, у которых отношений нет. Вот. Вы для него будете царица, вы для него будете предмет его вожделения, вы для него будете дама сердца, потому что это кавалер. Рыцарь чаш – это кавалер. Но новый кавалер или тот, который всю жизнь для вас кавалер. Но я знаю, такое бывает, что всю жизнь мужчина как кавалер себя ведет, потому что любит, потому что не навязали, просто он любит вас всякую, и раздраженную, и в хорошем настроении, всякую вас любит, всякую вас понимает. И вот это такое. Так что вы для него тот предмет, для которого он хочет благоустроенную жизнь создать, благоприятные обстоятельства, хочет вас защитить, чтобы дверь закрыть для недоброжелателей, да, и вы для него предмет любви. Классно, да? Теперь Ленорман что посоветует вашей паре? Кто вы для него? Уже мы выяснили, здесь много было сказано, и я просто советую, если есть желание, можно еще раз послушать. Каждый раз что-то новое услышите обязательно. Здесь гадалка вышла. Это так важно, когда выходит гадалка. Она говорит, что вы для него, вот как, знаете, преданный друг. Он хочет для вас жить, работать. Знаете, собаку не предают. Это самое дорогое, потому что собака любит хозяина без всяких на то причин, просто так. Поэтому он любит вас просто так, без всяких причин, говорит гадалка. Она, кстати, показывает червового короля. Вот здесь карта, которую она показывает, червовый король. Значит, мужчина любящий, вот он вас любит. Это однозначно, иначе бы не вышла карта собака. Потому что собака это самая преданная любовь. Это такая любовь, которая не за деньги, не только влечение сексуальное, хотя сексуальное влечение это очень важно. Но еще он любит вашу душу. Он любит вашу душу, и это не заберешь. Вы отпечаток на душе сделали у него. И ему с вами легко.
Это самое главное в отношениях. Когда человеку легко с друг другом, это не значит, что он там хочет легких отношений. То совсем другое. Легкие отношения – это отношения непорядочные, когда типа он не обязан, да, то есть он не имеет, как бы человек никому не рассказывает, что он в отношениях. Это не легкие отношения, это отношения неправильные. А легкие отношения, когда легко с человеком, когда будет все равно, в любом случае будет с вами. И это из таких отношений никто никогда не выходит. Легкие отношения – это те, в которых хочется быть, в которых легко. Потому что никогда собака не предает хозяина. Вот. И гадалка вышла, собственной персоной, она говорит, что вы для него это преданный, душевный, духовный друг души. И здесь по судьбе мужчина. Я бы сказала, что я уже не раз говорю, что у нас могут быть разные люди по судьбе. Да? Нам 4 миллиарда людей на Земле. Из разных стран мира могут быть по судьбе. Потому что ваша родовая душа, она проявлялась на всех континентах в течение, последних, разве что, я бы сказала, 100 тысяч лет, где-то так. Вот. И поэтому есть такая иерархия. Вот человек как 100% по душе, таких может быть 5 примерно. Потом идет, вот так, доходит там до самого конца, там несколько процентов по судьбе. Но этот вот в самом верху, он очень сильно вам по судьбе, поэтому кто вы для него? Сама судьба. Он это знает, он это чувствует. Карта собака, и ее показала нам гадалка. Гадалка – это такой народный психолог, который курирует 2 колоды – лиловые и вишневые сумерки. И когда она выходит, это особенное послание, это как место силы, что ли, называется. Особенное послание вам, что вы с ним обязательно будете счастливы. Видите, какой расклад? Вот так, девочки и мальчики. Так что, мальчики, наоборот, сделайте все, да. Вас люблю, обожаю всех. И вы для меня любимые, родные люди, с которыми мне очень приятно. Я обожаю для вас делать расклады. Надеюсь, что и вам со мной не скучно. И я знаю, что мы еще обязательно и очень скоро увидимся. А я вам желаю счастья, любви, благополучия и всего самого-самого лучшего. До новых встреч, уважаемые друзья!